привет! Меня зовут Марина. Сегодня будут покупки с магазина Доброцен, низкие цены, аналог магазина Светофор. Вот, просто проезжали мимо, заскочили, кое-что купили. Покупок немного, но, возможно, вам будут интересны цены. Бумага туалетная, трехслойная, мягкая, 12 рулонов. Нормальная бумага, 130 рублей стоит эта упаковка. Вот. Конечно, там можно и подешевле купить, но рулонные очень, остальные, знаете, такие хлипкие, тоненькие, поэтому я считаю, что выгоднее все же взять такую. Она и покачественнее, и симпатичная. Так, дивный сад, нектар тыквенный, уже покупали, нравится, такой с мякотью для детей школьного возраста от 3 лет. Нравится этот нектар, очень приятный, не сильно густой, но и не жидкий. Тыквенное пюре, сахар, глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности, лимонная кислота и вода. А в объеме 1 литр в стекле. Копейки говорить не буду, 43 рубля выходит этот литр. Также прихватила крышки. Эти крышки обкатные, типа размером вот 1,82, ну, стандартные крышки с уплотнительной прокладной, лакированная, 50 штук. Цена хорошая, именно такие ни разу не брала, надеюсь, они нормальные. Делает их Челябинская область, город Магнитогорск. Не знаю, кто пользовался такими крышками, потому что крышки далеко не все хорошего качества. Этот урожай, надеюсь, хороший. Цена у него отличная, у этих крышек. Цена прям отличная, 108 рублей стоит. Когда у нас в магазинах обычных различных, не сетевых, стоит 200, 220, 240. Ну, там другие бренды. Каждый год покупаю вот такую обувь садовую. Мне она нравится. Во дворе замечательная, удобная. Мужские, женские, разных размеров они идут. Цена у мужских и женских одинаковая. Цвета разные, светлые, темные, синие, черные. Взяла вот такие, размеры совпадают. Размер идет эта обувь. Кому надо, обращайте внимание. Я каждый год покупаю, прям вот обязательно. Вот у меня тут написано 37-38. Вот 37-38. Я думала 38-39 размер. Оказывается 37-38. И мне они на 38,5, 39 размер ноги. Как раз. Вот, имейте в виду. Видимо, размер 38-39 будут уже велики. Значит, все-таки они больше мерят на размер. Лучше мерить. Я померила прямо в магазине. Цена, правда, уже стала в этом году выше. В прошлом году я что-то за рублей 160 покупала аналогичные, похожие. В этом году, по крайней мере, в Доброцене 238 рублей. Ну, в Светофоре, по-моему, в прошлом году 160 они стоили. Ну, так что разница очевидна. Может быть, в этом году в Светофоре по такой же цене, по 160-170 продаются, но в Светофор мы не заезжали, не знаю. Так, как всегда, прихватили кофе традиционный, интенсивный, мягкий жокей. Выбора почему-то кофе. Раньше, прям как только Доброцен у нас открывался, кофе было, вы прям не знали, какой выбрать, глаза разбегались. Сейчас особо выбора вроде бы есть, но именно такого молотого нет. Да, в принципе, и в зернах там один вид стоял, и все. И молотом у нас только тоже один вариант, только такой. Ну и мы уже брали не один раз, вполне хороший, троечка. Как хотите, можете его заваривать. Средний помол, средняя обжарка, по вкусу нормальный кофе. И вес его 450 грамм. И сейчас скажу цену. Главное, что он не горчит, не кислит. Я прям, ну, в этом плане все отлично. 169 рублей стоит кофе 450 грамм. И я видела в фикс-прайсе кофе появилось новое. Там, по-моему, 500 грамм, 249 рублей стоит в зернах именно. Ну, я решила, что зачем в фикс-прайсе брать в зернах, еще молоть. Проще взять здесь. Ну, как бы выгоднее получается, чем в фикс-прайсе. Так, попались мне пакеты для мусора. В Доброцене, по-моему, я их первый раз взяла. Эко-пакеты, 30 литров, 30 штук. Надеюсь, они нормальные. Цена всего лишь 16 рублей 10 копеек. Это очень дешевенькие.
в светофоре аналогичные, похожие на эти пакеты, там другая этикетка. Ну, цена, по-моему, примерно такая же, но они тонковаты. Вот, эти сейчас посмотрю. Да, эти тоже тонковаты такие. Ну, посмотрю, как в использовании на кухню мусорное ведро. В фикс-прайсе беру 27,50, там они чуть плотнее. Так, прихватила в пачку вот таких знатных макарон. Первый раз беру, надеюсь, нормальная упаковка, красивая, кстати. И сколько у нас здесь по весу? 450 грамм. Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта. Группа А. Продается в ассортименте. Цена этой упаковки 31 рубль 39 копеек. В общем, вот такая цена. Нашла недалеко от кассы вот такой крем. 26 рублей он стоит. Фуд-крем, мята можжевельник, крем для ног, для грубой потрескавшейся кожи стоп. Никогда не брала, возможно, он давно продается. Но мне стало интересно, давайте хотя бы посмотрим, какой он там по внешнему виду оценим. Кто брал, напишите, как он вам. Эфирное масло можжевельника по бактерицидным свойствам не имеет себе равных, является превосходным средством для ухода за кожей любого типа, оказывает питательный увлажняющий эффект, повышает упругость, эластичность кожи, снимает отечность. А почему здесь отечность для стоп? Нанесите на чистую кожу ног легкими массирующими движениями до полного впитывания. Русская косметика, Московская область, Одинцово. Здесь есть состав, если вам нужен. Его тут 100 мл. Решила попробовать из любопытства. Он идет запечатан, что очень хорошо. И давайте мы его оценим. Стоит копейки. Пахнет как какая-то мятная зубная паста. Может, не перепутали, пасту зубную сюда налили. Освежающий какой-то мятный аромат. Ну, прям, знаете, не можжевельником пахнет. Уж как пахнет можжевельник, я точно знаю. Сейчас намажу руки. По ощущениям приятный вроде бы, распределяется хорошо. Для ног, правда, ну, ладно, руки проверим на руках. Ну, так, знаете, ничего такое вроде бы. Сейчас посмотрю, как впитается быстро. Вот, или как. Ну, так вполне приятный вроде бы. Мне кажется, для ног будет неплохо. Ничего плохого пока не могу сказать. Ну, конечно, майонез. Без майонеза, знаете, никуда. Сейчас сезон кабачков. У меня активно кабачки растут на огороде. Я очень люблю духовки. Муж меня не любит, конечно, но я люблю именно духовочки делать кабачки. И с чесночком майонез перемешивать. И прям вот слой кабачков, слой помидор кружочками, кабачки. И посолить, поперчить можно по желанию. И сверху такую слегка смазать майонезом с чесноком. Еще можно сыр добавить тертый, твердый. Вкусняшка. Я просто обожаю. Ну, либо то же самое сделать с баклажанами. Либо я баклажаны мешаю в перемешку с кабачками. Еще больше люблю. Майонеза уходит много на такие блюда. Так, значит, этот майонез у нас Рика. Классический премиум. Объем 780 грамм. Майонез дико подорожал. Ну, короче, 750 грамм. Здесь тоже есть объем. Входит даже яичный желток, не порошок. И вообще он сюда входит. В общем, остальное все как бы классический рецепт. Цена этого майонеза 99 рублей 88 копеек. В общем, 100 рублей стоит эта упаковка майонеза. Ну, дешевле, чем в Магните. Также прихватила еще одну пачку майонеза Мариана, деликатный провансаль, премиум. Так, здесь сделано из яичных желтков. Так, 430 миллиграмм. Также уже брала, вкусный. Смотрю, упаковка поменялась у него. Цена на него приятная, 34 рубля всего оказалось. Так что такие две пачки, даже кто сильно экономит, выгоднее купить две таких, нежели одну вот эту. Ну, Рика вкусные. Мне нравится от Рика продукция. На пробу взяла вот такой сырок Дружбу. 400 грамм. Уж не знаю, что за сыр. Очень сомнительная, конечно, продукция, мне кажется. Ну, решила попробовать. Был, кстати, в разных вариантах. Я взяла, знаете, по старой памяти именно Дружбу. Состав можете посмотреть. Изменитель молочного жира, рафинированные, дезодорированные растительные масла. Соевый лецитин, сыры. Ну, сыры, если есть, это замечательно.
творог, масло сливочное, молоко сухое. Янтарь делает город Воронеж. То есть он должен быть более-менее адекватный. Давайте попробуем. 51 рубль 50 копеек стоит такой сыр. Ну, как бы цена нормальная, хорошая. Замучилась его открывать, так что открываю вот так. Такой пузырчатый. И ложечкой пробую. Вот смотрите, он прям мягкий такой очень. На вкус приятный, вкус сырный. Бутербродиком будет хорошо. Ну, такой, знаете, вкус не концентрированного сыра, а такой вкус лайтовый, легкий, сырный. Ну, сыросодержащий продукт. В принципе, съедим. Неплохой. Также я взяла печеночный паштет от Руском. Паштеты проверенные годами, вкусненькие, нравятся. В Экспрессе, кстати, точно такие же продаются по 18,30, что-то такое. Здесь же доброцение ни капельку дешевле. 16,10 стоит этот паштет. 90 грамм всего его. Не будем открывать, проверять, потому что, ну, ели, я думаю, все с ним знакомы. Руском, у них вкусненькие паштеты, поэтому в холодильник он у нас пойдет. Ну и на пробу я взяла вот такую баночку. Не знаю, вообще ни в Светофоре, нигде ничего такого не покупала. Русская икра из морских водорослей. Имитированная, зернистая, красная. Интересно, что же это за вкус. И как хорошо, что его так легко можно открыть. Полезные продукты ООО «Южный регион». 120 грамм. Кстати, делает Краснодарский край, поселок Краснолит. Даже не знала, что такой поселок у нас где-то есть. Так, читаю состав, пытаюсь прочитать, очень мелко написано. Рыбный бульон, соль, сахар, загуститель, альгинат, ешка, уплотнитель, усилитель вкуса, аромат, ароматизатор, рыба, консерванты. Короче говоря, бывает, что хотя бы рыба туда входит, вот такие вещи, а здесь просто рыбный бульон. Я в шоке. То есть это уже вообще не знаю, с чего он сделал. Ну, давайте попробуем. Любопытство не порок, очень интересно. Так, я вижу на камере он какой-то красная икра. В действительности она ближе к цвету, к натуральной икре. Такая оранжевенькая. Так, что это за икорка? Хоть вкусная или нет? Ну, имитация, она и есть имитация. Хотя бы эта имитация очень хорошего качества. Даже в Магните мы как-то на пробу я покупала икру. Не железная банка, по-моему, не помню, пластиковая какая-то. Но не металлическая была. И там тоже имитация. Что-то по акции 60 рублей. И там вес, кстати, был больше. И там икорка прям приятная такая была. Мы с удовольствием и с чаем и бутербродики с утра делали. Съели банку. Я, помню, даже повторную взяла. Мне понравилось. По акции 60 рублей. Так, я не знаю, сколько она стоит без акции. Я не обращала внимания. Неплохая. Та вкуснее, нежели это. Но это тоже сидим. Ничего противного в ней нет. Но мой муж, наверное, скорее всего, откажется ее есть. Он такое не любит. Ну, попробовали. Теперь будем знать, какая она. Такая вот икра. Доброценим море всяких специй. Прям огромное количество у нас. Но мне всего хватает, поэтому я просто прихватила базилик сушеный. 10 грамм пачка. Возможно, у меня есть. Я просто забыла, еще купила. Но он копеечный, поэтому лишнее, знаете, в закрутке не помешает. В этом году на огороде у меня базилик не вырос, поэтому пришлось покупать. Кстати, он очень хорошо идет в итальянские помидорчики. Там нужен сушеный чеснок, сушеный базилик. Помидорчики режете колесиками, в духовочке его прожариваете так, чтобы он такой вяленый был, подсушенный. Вот, слегка. И заливайте это все в перемешку с чесноком сухим, базиликом, специей. И послойно в баночку укладываете. Обалденная закуска. И в этом году я 100% буду ее делать. Опять нравится и как закуска, и просто картошечка просто вкусно, и гости всегда довольны этими помидорками. В общем, так что такая вещь всегда нужна. Ну, такая, как эти специи. Кстати, я не помню, про икру я сказала, какая цена или нет. 52 рубля стоит икра. А базилик стоит 4 рубля 70 копеек. Грех не брать. Ну и 51,50 стоит вот такая одноразовая лапшичка. Фу, 51,55 рублей 40 копеек. Это я уже случайно цену глянула в чеке не туда. 5 рублей 40 копеек стоит вот такая вермишель, 50 грамм. Может быть, мы так убрали, я уже не помню. В общем, несколько штук прихватили, пусть лежит в запасе. Мало ли что, иногда прям дико хочется такой лапши. Ну, естественно, прихватила немножко сладостей. Вот такие конфетки, кокосовые.
Конфеты глазированные кондитерской глазурью, кокосовые, кондитерская фабрика Богородская, город Калининград. Эти конфеты я уже попробовала. Так как мы приехали, я сразу начала пить кофе, естественно, с конфетками. Кстати, не 500 грамм. Эти конфеты кокосовые. Обычно, мне кажется, их ничем не испортишь, кроме некачественной глазури. Но эти все-таки умудрились испортить. Они достаточно невкусные оказались. Слишком много в них жиров добавлено, это чувствуется. Хорошо, что всего лишь полкило. Конфетка выглядит вот так. Вроде бы классическая кокосовая конфета, но в принципе неплохая, но слишком вот она, видите, какая вязкая, и чувствуются жиры вот эти кондитерские, пальмовые, скорее всего. Вот, хорошо, хоть глазурь тонкая. В общем, я второй раз, допустим, точно повторять. Мы-то эти потихоньку съедим, но повторять я их однозначно не хочу. Цена полкило 90 рублей. Получается, килограмм 180 рублей выходит. Вот. Ну, светофорик кокосовые я покупала, мне не больше нравились. Ну, там был другой производитель. В принципе, это все мои покупки в магазине Доброцен. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Спасибо за лайки, дизлайки и ваши комментарии. Рада буду, конечно, вашим комментариям. Желаю вам прекрасных, качественных и полезных покупок. Всем до свидания, всем пока. До новых встреч.